Всем привет, меня зовут Оскар и с вами канал IT Вердикт. И да, в каждом выпуске я говорю о том, что видео будут выходить все чаще и чаще, промежутки между выпусками будут все короче и короче, и да, это звучит вполне правдоподобно, я в это верю, однако на деле все происходит несколько иначе. На это есть некоторые причины, о которых я поведаю вам, возможно, чуть позже, но сегодня мы поговорим о новой версии стабилизатора Zhiyun Smooth 4. Начнем, как всегда, с комплектации. Как и в случае с предыдущей версией стабилизатора, магазин предлагает различные комплектации данного устройства. Однако то, что идет внутри самого кейса, скорее всего будет в любом случае, поэтому перечислю то, что есть. Собственно, это сам кейс по материалу, напоминающий плотный крепкий пенопласт, а в нем помимо стабилизатора находится провод для питания и зарядки стабилизатора, а также в комплекте идет отличная тренога, которая, несмотря на пластиковый каркас, очень крепкая и надежная. Какие-либо дополнительные аксессуары вы можете выбрать в самом магазине при оформлении заказа. Там есть и ручка для дополнительного оборудования, и накамерный свет, и крепление для экшн-камеры, в общем, выбирайте исходя из своих потребностей. В плане качества новая версия Smooth 4 практически не отличается от предшественницы Smooth Q. Это все так же отличные материалы и сборка, приятный на ощупь пластик и металл, однако все же мой внутренний перфекционист был сильно опечален, когда я увидел небольшой зазор на боковой крутилке стабилизатора. С другой стороны, он все же никак не влияет на работу, поэтому давайте простим им этот факт. Крепление телефона происходит абсолютно аналогично с прошлой моделью. Первонаперво берем телефон весом от 75 до 210 грамм, и это естественно с учетом навешенных линз или прочего оборудования, которое вы используете с телефоном. Далее размещаем его также в прорезиненной области, которая очень крепко зажимает телефон, и он точно не выпадет. После этого выравниваем телефон по горизонтали винтом сзади, чтобы в выключенном состоянии он соблюдал примерный баланс, после чего включаем стабилизатор. По нюансам, голова стабилизатора имеет ограничение хода в 300 градусов, а верхняя ось имеет фиксатор для более удобной транспортировки. На нижней же грани находится отверстие с резьбой для накручивания на съемочное оборудование. Теперь что касается панели управления, и в отличие от предыдущей модели у Smooth 4 расширено как управление, так и функциональность. Начнем с панели управления. На лицевой панели располагается 6 кнопок, один двухпозиционный переключатель, джойстик с возможностью прокрутки и боковое колесо прокрутки. Часть кнопок имеют двойное назначение, которое, если оно есть, обозначено рядом с кнопкой. Под кнопкой включения расположен индикатор заряда устройства. И самое главное изменение кроется на задней стороне ручки, где прямо под пальцами имеются две новые массивные кнопки. О их назначении мы поговорим чуть позже, ну а пока о характеристиках и управлении приложением. Рабочая температура устройства от минус 10 до 45 градусов, продолжительность работы до 12 часов. И устройство по-прежнему может выступать в роли пауэрбанка и подзаряжать ваш мобильный телефон. Для того, чтобы воспользоваться всеми функциями стабилизатора, необходимо все так же установить приложение ZY Play. Далее подключаем наш стабилизатор, и после мы можем управлять съемкой непосредственно через панель управления. Тут-то по-настоящему и раскрываются все плюсы такого расширенного управления, поскольку почти все взаимодействия можно проделывать через сам стабилизатор, не касаясь экрана. Ну и давайте посмотрим режимы съемки. Это стандартный режим, два вида панорамы 180 градусов и широкая панорама 3х3. Также это три разных вида замедленной съемки, и главное нововведение данной модели — поддержка эффекта вертиго. Эффект этот работает лучше всего именно с теми телефонами, которые поддерживают оптический зум, поскольку, если я правильно понял, на телефонах без оптического зума эффект будет рывками. Однако суть того, как он работает, думаю, в любом случае понятна. Далее по меню идет вспышка, которая также включается центральной кнопкой на панели управления. Далее можно выставить таймер для фото, включить режим HDR, настроить баланс белого, выставить разрешение для записи видео, включить или отключить ручной режим управления, о котором чуть позже, выбрать сцену, что на самом деле по сути является режимом стабилизации, например, при беге или ходьбе, а также далее идут настройки устройства. При ручном режиме управления после двойного нажатия на меню вы переходите в подменю, где можете вручную выбрать такие параметры, как экспо-коррекция, скорость затвора, ISO и баланс белого в целочисленном значении. Ну и теперь о самом главном, о качестве стабилизации. Сами тесты будут немножечко позже, и если очень коротко и на словах, то стабилизатор отлично отрабатывает и тряску, и ходьбу, и бег, и прочие недочеты, связанные с условиями съемки. И тут самое время упомянуть как раз таки о тех самых двух кнопках, расположенных на задней части рукоятки. Дело в том, что переключение между режимами стабилизации теперь происходит совершенно по-другому. Спереди при позиции переключателя PF стабилизатор блокируется по вертикали, а повороты влево и вправо осуществляются ручкой, то есть это стандартный режим стабилизации. В позиции L блокируются все оси, то есть стабилизатор всегда смотрит в одну сторону.
А вот задние кнопки как раз таки и нужны для полного следования стабилизатора. Зажатие нижней кнопки разблокирует стабилизатор по всем осям, и ручкой вы плавно контролируете все повороты. Верхняя же кнопка работает аналогично, с той лишь разницей, что стабилизатор выполняет все повороты гораздо резче, что поможет вам, например, в случае, если вам нужно быстро развернуть камеру в другую сторону. Сперва мне показалось это не очень удобным решением, что для полного следования постоянно нужно держать клавишу зажатой. Однако, как показала практика, редко бывают ситуации, где в течение долгого времени кадр постоянно меняет свое положение по вертикали. Как правило, это короткий отрезок, и именно поэтому такой способ вкупе с удачным расположением клавиш оказался куда удобнее переключения режимов в предыдущей модели. Там переключение осуществлялось нажатием на клавишу Mod. Также важным нюансом является кнопка прицела в левой нижней части панели управления. Она работает в двух режимах. Если кнопка горит, то боковое колесо прокрутки работает как зум. Если же не горит, то включается режим ручной фокусировки. Это очень удобно, и если зум у моей камеры работает заметными шажочками, то в случае с фокусировкой все происходит очень плавно. И да, несмотря на все улучшения и достоинства, GM Smooth 4 перенял у своей более старшей модели также ее недостатки. Однако, по словам магазина, они передали информацию о проблемах с режимом слежения производителю, и будем надеяться, что их скоро пофиксят. Напомню, что при режиме слежения за объектом, который активируется нажатием на прицел на экране телефона, стабилизатор начинает двигаться, чтобы объект слежения постоянно находился в центре кадра. Однако, если в случае поворота вправо стабилизатор делает все плавно, то при повороте налево происходят рывки. Также наблюдаются все те же проблемы при склейке панорамы. В результате использования режимов панорамы часто происходит какая-то дичь. И да, это именно проблемы ПО, а не стабилизатора, так что это вполне может быть пофикшено последующими обновлениями программы. Ну и теперь, конечно же, тесты. Их я проводил с помощью своего основного телефона, это Redmi 4X, и давайте посмотрим, как стабилизатор проявил себя в съемке.
Ну и выводы, я думаю, напрашиваются сами собой. Стабилизатор работает хорошо, безо всяких нареканий, и он ничем не хуже его предыдущей модели. Остается надеяться, что компания-производитель пофиксит все проблемы, связанные с ПО, и оно по качеству будет уже соответствовать самому продукту. Я же на этом с вами прощаюсь, надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, возможно полезным. Если это так, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите в комментариях, что вы думаете об этом видео, и увидимся в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict, пока!